До 2020 года работа из дома казалась просто мечтой. Я и сама с этим сталкивалась, училась, очень много работала, но после 2020 года поняла то, что работа дома не такая уж и сказка, как казалось на первый взгляд. И если раньше работа из дома в 2020 году была вынужденной мерой, то сейчас все больше компаний переходят либо на гибридный формат, либо на удаленный. Я не понаслышке знаю, как это тяжело организовать свой день и как все-таки продуктивно работать именно из дома. Именно об этом решила заснять свой ролик. Он будет полезен не только тем, кто работает из дома, но и тем, кто в принципе хочет построить какую-то рутину внутри дома. Это может быть учеба, занятия спортом, если вам так угодно, либо чтение. Эти советы будут полезны каждому. Всем привет, меня зовут Ника Новгородцева, я сертифицированный коуч и твой стратег в хаосе. Так как все свои консультации я провожу онлайн, то для меня вопрос того, как эффективно работать из дома, является очень актуальным. И сегодня я решила поделиться с вами своими рекомендациями на этот счет. Возможно, кому-то из вас это тоже будет полезно. Когда все начали переходить в онлайн-формат, я тогда училась в университете. И как сейчас помню, вот эта вот магическая способность, как у Гермионы, просто присутствовать на 3 парах одновременно. Именно поэтому я бы, наверное, не рискнула брать на работу тех, кто выпускался в 2020 или 2021 году, потому что если они учились онлайн, как я, то мне очень страшно за их работоспособность. У меня могла быть пара по экономике, пара по биологии, и параллельно я еще сдавала какой-нибудь зачет по физкультуре. Но почему бы и нет, собственно. После этого я работала в микробиологической лаборатории, также работала в главном офисе Золотого Яблока, и мне казалось то, что дома я бы успевала гораздо больше и делала бы гораздо больше. Я еще никогда так не ошибалась. Когда работаешь из дома, ты часто сам выстраиваешь себе график, и на первый взгляд все звучит чудесно, пока ты не сталкиваешься с реальностью и не понимаешь, что на самом деле это очень сложно. Ты начинаешь выполнять одну задачу, потом вспоминаешь то, что нужно приготовить поесть, или убраться дома, или еще какое-нибудь очень важное дело. Это нормально. И пока я не перестала работать в рамках офиса или лаборатории, я не поняла, какой огромный подарок нам на самом деле дает вот эта вот наемная работа. Тем не менее, я научилась быть эффективной даже в рамках собственного расписания и в работе онлайн из дома. И сегодня буду с вами делиться своими рекомендациями на этот счет. Давайте для начала разберемся, что проблема на самом деле кроется не в вас. Куча людей, которые начали работать из дома, столкнулись с теми же самыми проблемами. А значит, проблема все-таки не в людях, а в среде, в которую мы попадаем, когда выбираем работу онлайн. Смотрите, когда вы работаете в офисе, у вас есть четкий сигнал. Я пришел на работу, я должен начать работать. Случилось, например, 6 часов вечера, я должен закончить свою работу и уйти домой. В идеальном мире по возвращении домой мы не работаем. Знаю, такое редко бывает, но это правда. А когда мы работаем из дома, то наш мозг не понимает, как место, в котором обычно ты отдыхаешь, спишь, читаешь, проводишь время с друзьями, вдруг стало место твоей работы. И почему вдруг ты должен в этом месте быть эффективным и продуктивным? Диван, работа, кресло, работа, кухня, работа, туалет, прости господи, для самых молодцов, тоже является местом работы. Офис, как называет его мой папа. И наш мозг не видит этой границы. Поэтому отвлекаться в работе из дома — это нормально. Это не про вашу лень. Это про то, что вокруг все настроено против вас. К счастью, дом можно тоже адаптировать под рабочие процессы, и сейчас я расскажу вам, как это можно сделать. Во-первых, это нужно организовать зону для работы. Даже если у вас маленькая квартира, выделите что-то одно, что будет у вас ассоциироваться с рабочим местом. Это может быть определенный стол, за которым вы работаете, или стул, на котором вы сидите, когда работаете. Повторюсь, все это должно быть сконцентрировано на работе. То бишь вы не садитесь на этот стул, когда проводите время с друзьями, например. Это создаст вам якорь. Тут я работаю, а там отдыхаю. Навряд ли где-нибудь в офисе за своим рабочим столом вы будете делать то, что вы делаете обычно дома. Я не знаю, раскрашивать раскраску, читать или заниматься какими-то другими своими делами. Поэтому система якорей работает, просто нужно создать такой у себя дома. Также, например, если мы говорим не про работу, а про учебу, у меня есть iPad, который я использую только для учебы. В крайнем случае могу использовать его для работы. На нем не установлена ни одна социальная сеть. Единственное, что я могу сделать, это перекинуть какие-то файлы со своего телефона на свой iPad. По сути, кроме браузера там ничего нет. Все остальное, что там есть, это разные словари, если я изучаю там языки, это GoodNotes, где я веду заметки, какие-то книги, которые я могу открыть в Акробате и так далее. То бишь там нет ни WhatsApp, ни Телеграма, ни, прости господи, контакта, Ютуба и так далее. То есть iPad — это мой якорь на учебу. Если я взяла iPad, скорее всего, я сейчас буду заниматься языками, или коучингом. Также хочу поделиться с вами интересным фактом, что когда я работала
на кого-то, где-то в офисе или в той же самой лаборатории, я оставалась эффективной и в своих делах. Если у меня был какой-то график, я, как правило, вставала всегда с утра пораньше, потому что если ты работаешь наемным сотрудником, как правило, тебе нужно прийти пораньше в ту же лабораторию или офис, и когда у меня была такая пауза, например, это был не обеденный перерыв, а я просто выполняла задачи, допустим, быстрее, чем того требовало время, я могла сконцентрироваться и на своих задачах, и так как я знала, что ценность моих задач нисколько не ниже тех, что я делаю по работе, когда работаю на кого-то, я старалась их запихнуть в какие-то перерывы. Единственный момент, когда я не могла полностью совмещать вот это вот свое личное дело и работу в найме, это было время, когда я работала в казино дилером, когда у тебя перерыв на 15 минут, из них ты 5 минут тратишь на дорогу от стола до, например, лобби, где вы все вместе собираетесь, и там просто, нет сил никаких что-либо делать по своей работе, но я могла продолжить работать, когда приезжала со смены, либо перед сменой, что очень тяжело для меня, честно говоря. Поэтому я убеждена, что время и место играют свою роль. Также я, если бы работала из дома и мои встречи не были бы конфиденциальны с моими клиентами, то, скорее всего, я бы проводила время в каких-нибудь кофейнях, и я часто так делаю, если, например, мне нужно смонтировать ролик, если мне нужно что-то написать, мне проще выйти из дома хотя бы, не знаю, на часик, чтобы просто развеяться. И, кстати, еще очень крутой вариант, как можно сменить обстановку, если также у вас, например, работа в компьютере, где вам не нужно ни с кем коммуницировать, то можно пойти и начать работать в библиотеке. Я как сейчас помню, что когда я училась в институте, мы часто собирались в библиотеке, чтобы готовиться к экзаменам было проще, и там сама такая атмосфера, что все учатся. Ты приходишь в библиотеку, не берешь ни одной книжки, которая там предложена, потому что все, что тебе нужно, у тебя есть уже либо в тетради, либо в том материале, который у тебя уже есть, и, эффективность просто, я не знаю, но она была огромной. Во-первых, это комьюнити, в котором ты находишься, во-вторых, это атмосфера, что все библиотеки обычно либо учатся, либо читают, и в-третьих, это то, что ты максимально сфокусирован на процессе. Рекомендация номер 2: работайте по временным блокам. Я уже не раз рассказывала вам про технику помодоро, все потому, что она действительно работает. Вы можете разбивать рабочее время с отдыхом в рамках, 25 минут работы и 5 минут отдыха, либо 30 минут работы и 10 минут отдыха, как вам больше нравится. Так у вас не будет возникать ощущение, что работа — это бесконечный марафон, где нет начала и конца. Когда прозвенит таймер, вы имеете право остановиться и отдохнуть. Более того, вы не то чтобы имеете право остановиться, вы должны в этот момент остановиться, и, наверное, будет даже лучше, если у вас еще останется этот запал на следующий подход. Лично я работаю следующим образом: я делаю себе таймер на 15 минут, в течение этих 15 минут я работаю, затем я снова ставлю на 15 минут таймер, потому что я понимаю, что, вот так у меня прошло 15 минут, я успела сделать вот это, значит, за следующие 15 минут я успею сделать еще следующие задачи, и потом 15 минут отдыхаю. И так по кругу, в зависимости от сложности задачи, но обычно я это применяю даже когда монтирую ролики, потому что это помогает мне быстрее этим заниматься, не отвлекаться ни на что другое, поэтому рекомендую и вам попробовать такой метод. Рекомендация номер 3: убирайте отвлекающие факторы. Телефон — наш главный вор фокуса. Не заметишь, ты уже проскроллил всю ленту Инстаграма, просмотрел все видосики на YouTube, поэтому во время работы я предпочитаю отключать свой телефон, но если это невозможно, я стараюсь сделать так, чтобы он стоял, допустим, на беззвучном режиме, и либо лежал, и я его проверяла, допустим, каждые 15 минут. Либо выделяю определенное время, в которое я могу проверить свой телефон. Также можно использовать приложение для фокусировки внимания. Одним из таких приложений является приложение Forest. Это когда вы ставите таймер, и когда вы работаете, ваше дерево растет. Но как только вы отвлекаетесь, ваше дерево перестает расти. Поверьте, это работает гораздо лучше, чем просто угрызение совести. А вот эта вот маленькая награда вдохновляет вас еще больше оставаться в фокусе. Рекомендация номер 4: ритуал для старта и завершения. Нашему мозгу нужны подсказки, должны быть сигналы. То, что сейчас ты должен начать работать, а сейчас должен закончить. Как, например, в офисе, если вы приезжаете в офис в 9 утра, значит, ваш рабочий день начинается в 9, а когда вы уходите оттуда в 6 часов вечера, значит, рабочий день закончился, и нужно свои рабочие дела отложить. Дома это сделать сложнее, но это реально. Например, у меня ритуалом старта является включение
софтбокса. Но не вот этого, под которым я сейчас снимаю ролик, а софтбокс, который у меня стоит за моим рабочим местом. Если я его включаю, то значит сейчас я начну работать. Также в моем ритуале старта есть пункт, где я набираю водичку в шейкер и ставлю ее на свое рабочее место. Для кого-то этим ритуалом может являться поход с собакой на прогулку, и потом вы возвращаетесь домой и начинаете эффективно работать. Для кого-то это может быть выпитый кофе. Для кого-то это может быть съеденная определенная конфета. Все, что позволит вам заикарить внимание на том, что сейчас ты должен начать работать. Как это можно применять в жизни, если вы, например, занимаетесь учебой? Пусть у вас будет что-то, что ассоциируется у вас с учебой. Пусть, если вы начинаете учиться, то вы наливаете себе, допустим, зеленый чай. Либо вы перед тем, как начать что-то учить по изучению иностранных языков, вы, не знаю, приседаете. Все что угодно. Любой ритуал, который вам нравится. Но это на самом деле работает также и с учебой. Не обязательно это все направлять только на рабочие моменты. Также, если вам очень лень ходить в зал, вы можете заниматься дома и также создать себе какой-то ритуал. Например, если вы будете заниматься дома спортом, то вы выбираете видео, по которому вы будете тренироваться, выбираете форму, в которой вы будете тренироваться, переодевайтесь, вот ваш сигнал к началу действия, собственно говоря. Я очень рекомендую вам попробовать, прислушаться к ним, надеюсь, что они будут вам полезны. С завершением все то же самое. Например, закрыла ноутбук, значит, закончила работу. Поэтому я не закрываю ноутбук, когда работаю. Ну и рекомендация номер 5 — это записывайте отвлекающие мысли. Если я не запишу мысль, которая меня отвлекла, например, я вспомнила, что мне нужно обязательно позвонить папе, либо нужно написать что-то маме, либо кому-то что-то отправить, то я не успокоюсь, у меня внутри будет повышенная тревога от того, что я что-то забуду. Поэтому у меня всегда есть листочки для заметок, которые я держу рядом со своим рабочим местом, и если вдруг что-то проникло в мою голову и не дает мне покоя, я обязательно это выписываю, это всегда останется рядом, я это точно не выкину, и поэтому я спокойна, что как только я закончу со своими основными делами, я возьму этот листочек, посмотрю, какие задачи я себе туда написала, и выполню их тогда, когда смогу это сделать. Это точно освобождает голову и успокаивает тревогу, а в нашем мире, когда мы постоянно боимся что-то забыть, это как нельзя кстати. Я очень долго привыкала к тому, что теперь нужно работать из дома. Мне казалось то, что я делаю все, что угодно, но не работаю, и по итогу казалось то, что я не выполнила ничего из запланированного. Именно поэтому мне необходим всегда ежедневник, который будет у меня всегда под рукой. Я выписываю список дел, которые мне нужно сделать, и потом его выполняю. И если у меня остается время, я могу взять какие-то задачи, допустим, из предыдущего дня, либо из завтрашнего дня, и это тоже позволяет мне оставаться быть эффективной. И если раньше я очень много отвлекалась и могла распылять свое внимание, я делала какую-то работу за 6 часов, то сейчас я могу сделать ту же самую работу, то же количество задач, но за 3 часа, благодаря тем рекомендациям, которые я вам уже сегодня рассказала. Ну и самое главное, я перестала ругать себя за отвлечение. Как ни крути, что бы ты ни делал, но ты не можешь полностью избавиться от того, что у тебя есть какие-то отвлекающие факторы, но можно снизить влияние этих отвлекающих факторов на себя. Например, раньше я могла в рандомный момент встать и понять, что мне срочно нужно перемыть всю квартиру. И, конечно же, перемыть всю квартиру наравне с теми трудными задачами, которые передо мной стоят, гораздо проще, и поэтому ты выбираешь самый легкий вариант. И кто бы что ни говорил, но даже вот это вот ярый порыв внезапно прибраться дома, это тоже про прокрастинацию. Но про прокрастинацию мы поговорим не в этом ролике, а в одном из следующих, поэтому я рекомендую подписаться на мой канал, если вам это интересно. Также напишите, пожалуйста, в комментариях, что из этих рекомендаций вам понравилось больше всего, что вам больше всего пригодилось, что бы вы хотели попробовать в своей жизни, что вам кажется наиболее полезным и эффективным. А может быть, что-то из этого вы уже используете в своей повседневной жизни. Также я соберу эту памятку с общими рекомендациями и добавлю ее к себе в телеграм-канал, который QR-код можете видеть тут на экране. Также добавлю туда приложение, которое помогает фокусироваться. Может быть, что-то еще интересное найду и точно там опубликую, поэтому переходите, и я с вами поделюсь. Но на этом мое видео подошло к концу. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте мне пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал. Я буду рада вас видеть в своем телеграм-канале и на этом YouTube-канале as well, как говорится. Ну, до встречи в следующем ролике. Пока!